Ты, вот это клюет. Вот это поклевка ночная. О, давай, давай, давай. Вперед. Ух ты, бегу, бегу. Вот это поклевка. Останавливать надо. Оп. Оп, 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 оп. Давай, 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 давай. Оп. Yes. Yes. Утром-то поспать дашь? Нет? Опять? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Добрый вечер, друзья. Вот так начинается мое видео. Я тащу карпа. Закинулся через час, вот поклевочки прям сразу. Вот. Я нахожусь на водоеме РСК Камень в Курской области. Вот такой экшен. Во. Не знаю, что выйдет из этого. Но надеюсь, я вытащу эту рыбку. И сейчас вам покажу. Так, это я уже пересекся со вторым удилищем. Вот. Рыбка пошла на глубину. Да, сейчас. Ну, для меня вообще это неожиданность, что вот так вот быстренько рыбка клюнула. Размер не понимаю какого, потому что еще не разловился. Но она есть, это точно. Ну что, есть! Ох ты! Что, первый карпик на бойле, ребята, сезон открыл. Вообще шикарно! Ребят, приехал открыть сезон именно ловли на бойлы. Сижу, разговариваю, я здесь вообще один с хозяином водоема, с Андреем. И поклевочка. Прямо из-под спомба только взял, 2 спомба кинул и сразу поехал. Я подумал, вначале я зацепил удочку, в ночи все-таки. Вот. И вот клюнул бойлик. Это сверху кислая груша. Так. И донная еще насадка. В общем, по насадкам дальше. Главные эмоции. А вот такой карпик, это где-то в районе 3,5-4, наверное, килограмм. 3. Ну да, 3. Да неважно. Главное, открылся, ё-моё. Ребята, гляньте, какой карп, блин. Зеркаша, красота. Рядом присутствует свидетель, не даст соврать. Как говорится, подтверждает. Ну что, сезон открыл, считай. Теперь отпускать. Вот такой красавец первый. Правильно мне говорит хозяин водоема, что нужно обработать рамку клейников. Безопасность есть. Есть безопасность. Так, обработали. Сейчас выпускаться будем. Водоем по принципу поймал, отпусти. Сохраняем поголовье, как говорится. Отпускаем бойкую рыбку. Тем более, так столько эмоций. Первая рыба на бойлы этого сезона. Давай, дорогой. Все. Рыбалка только началась. Смотрите до конца. Будет много экшена интересного. Ты, вот это клюет. Вот эта поклевка ночная. Прям отдай палку. И прям работает хорошо. Ночной пруд. Клюет ночью. Поклевки идут постоянно, если все нормально. Мое такое ощущение.
Есть. Есть. Оп. Опа. О, не надо, не плескайся. У меня еще в мате осталась вода с предыдущего карпа. О, отцепился, да? Ну все, отлично. Сейчас тебе покажу по-быстрому. Вот такой карпик, около 3. Вот они сейчас подходят и поклевывают. У меня был один сход, 2 поклевки. Вот такой карпик пока подходит, поклевывает. Ну, ждем побольше. Так. Классный, чешуйчатый. Ну, где-то 4-5, наверное, ребят. Занижаю, как обычно. Еще к весам не привык. Так что давай. Вперед. Ну что, ночь веселая вообще. Поклевки идут часто. Посмотрим, что будет дальше. Итак, ребят, по прикормке приехал где-то часов в 6 вечера. В 7 только разложился, закинулся. Вот, когда я сюда собирался, мне вообще увидел у своего подписчика, что он здесь был. Артем, спасибо тебе большое за советы, за твой отчет, который я увидел. Блин, вообще круто. Он здесь был, и он здесь хорошо отловился. Именно у него 6-7 килограмм клевало. Я тоже хочу добиться этого результата. И он говорит, хорошо корми. И смотрите, у меня этот рецепт есть на канале, будет сверху ссылка на него. То есть, большая ведерная кастрюля. Засыпаю туда 2-3 килограмма конопли, варю с большим количеством воды полчаса. Потом туда кидаю кукурузу, которая отмачивалась до этого сутки двое. Дальше варю, сильнее прям размачиваю. И дальше закидываю в этот же состав именно пшеницу. И она уже забирает остальную влагу, чуть-чуть там остается. И уже довариваешь ее, она все это разбухает. На конопле все отлично. И также у меня, я туда добавил, я делал по рецепту из интернета, я делал настойку на чили перец, там горький перец, еще что-то. То есть я потом туда добавил, разбавил. Вот у меня получилась, ну, такая ядреная, ароматизированная перцовая прикормка. С того года у меня остались пелец. Я специально перед тем, как снимать видео, я в него добавил фидстим, чтобы он именно впитался в него, в этот фидстим. Потому что сверху все, что на пелец будет, ликвид попадать, он будет смываться, а как раз фидстим будет работать, отдавать уже в последний момент. То есть, итак, здесь я наведу 2 ведра сейчас прикормки и буду 2 точки кормить. У меня такой план. Буду кормить каждые 2 часа по 10 помбов, как минимум. Вот. Так, я нарезал, вот здесь есть краб спайс. Ребят, такие бойлы, вот именно спайс. Краб чуть-чуть, а вот запах спайс прям хороший. Хорошо работает, здесь пал килограмм. Также хочу добавить, несмотря на то, что точка будет Squid Octopus примерно, но я добавлю страубери. Полпачки. Здесь у меня остатки Red Krill, полпачки. Всех угнал. Так, дикая слива. Такой специфичный запах. Вот обычно сливка так она как-то по-другому пахнет, а вот дикая слива чуть все равно другой имеет запах. Вот. Все, естественно, складываем, не выкидываем. Вот. И у меня получается пол-ведра. Эти пол-ведра я сейчас залью аминоликвидом Squid Octopus. Будет такая вот, у меня здесь на остатке пол-литра, здесь грамм 100 осталось. Я им уже пользовался на фидерной рыбалке, по предыдущим видео, может быть, уже видели кто-то. Вот. Нормально работает, хорошо. И это все я хочу перемешать, чтобы именно Squid Octopus, вот это он весь взял вкус. И сверху еще добавлю, ну, килограмм-полтора зерновых. У меня получается где-то 8 килограмм прикормки. Не удивляйтесь, хоть и холодная погода, но карпик здесь хорошо питается, его нужно кормить. И перемешиваю со всем этим добром.
И сверху я залью все-таки CCL. Чуть-чуть осталось цельки. Если я израсходую, у меня чуть останется. Заливки у меня уже нету. Ну что, у меня получилась вот такая вкуснота. Все, пускай напитывается, стоит. Ух ты, бегу, бегу. Вот это поклевки. Вот это поклевка. Останавливать надо. Оп. Останавливать. Фух ты. Ребят, вот это поклевка, да? А что-то серьезное уже сидит. Фух, вот это просто трэш какой-то. Только засыпать начал. И вот такая поклевка просто нереальная. Давай, давай. Интересно, что там, да? Начинается. Оп, 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 оп. Давай, 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 давай. Оп. Yes. Yes. Слушайте, ребята, уже хороший подошел. Реально уже приятных размеров. Красивый. Да? О, мат. Ребят, видите? Все, мороз. Вот, ребят, смотрите. Карп. Карп. Оп. Видите, мороз стоит. Примерз. Этот уже боец поинтереснее. По размеру. Оп. Давай. О, засечка прям вот самую нижнюю губу. Давай. Высаживайте. Тут. Тихо, тихо. Опа. Сейчас польем, чтобы успокоился. Так, хочу взвесить. Сейчас повешу. Итак, ребят, хороший экземплярчик. Вот такой чешуйчатый. Ну, ребят, ну классный же, да? Я прям не знаю, я балдею. Сейчас мороз стоит ночью, а он клюет. Вообще порадовал. Вот такой прогонистый, как, ну, настоящий сазан, как говорится. Вот такой классный. Куча эмоций. Но могу сказать, что он не слишком тяжелый. Хочется взвесить сейчас его. Давай, включайся. Оп. Так. Ну вот 7,06. Ребят, 7,06, но это надо учитывать, что еще сумка килограмм минимум весит. Ну, я сейчас вешу вам покажу попозже. Тихонько укрупняемся. Меня это радует, что потихоньку укрупняемся. Не радует только лед. Ну, лед никого не радует весной. Давай, дружище. Хороший бой дал. Спасибо. Все, ушел. Ну что,
понемногу укрупняемся и ловим дальше. Хорошо бы до червонца добраться сегодня ночью. Ну или днем завтра. Надо взвесить, наверное, чтобы на всю рыбалку было понятно, сколько весы стоят. Весит на этот... Сумка карповая. Ага. Кило 900. Так что тот карпик получается, он длиннее прогонистый, но на 5 килограмм. Ну там 5-100. Буду знать, сколько весит сумка. Ну и вы тоже. Иду. Сейчас иду. Бегу, блин. Опять ты клюешь. Ребят, сработала вторая точка. Наконец-то. Я долго ждал, что начнет работать. И вот она сработала. Получается, раскормил обе. Я думаю, уже менять надо. Вот он, да? Уже притащил его. О, ну давай, потаскай. Смотрите, подсак, ребят. Замерзший. Опа. Четвертая рыбка. 4 часа где-то утра. Я хотел бы поспать, конечно. Но вот рыбка как летом клюет. Это, конечно, не может не радовать. Но, с другой стороны, хотелось бы и поспать. Так. Ребят, ну вот такой кругляшек. Ну, уже не прогонистый карпик, но все равно приятный. Где-то килограмм 3,5, наверное, до 4. Все равно приятно. Продолжаем ловить. Интересно, подойдет крупный или нет. Давай, плыви. Опа. И это только начало. Даже начало первых суток, можно сказать. Что будет дальше, уже боюсь. Утром-то поспать дашь? Нет? Опять? Ух ты! Ух ты! Ну, давай. Утром у меня тоже не удается поспать. Вот такое доброе утро называется. Тишина на водоеме. Отличная. Прям тихо-тихо. У меня с правой стороны камышовая зона. Вот он по всем камышам идет, у меня тащит. Я прям чувствую каждый камышек, как он бьет об него. О. А сейчас он уходить стал в ту сторону, понимает, что... Понимает, что все уже вытащил его из камышовой зоны. Он туда уходит. Ах. О, ух ты, смотрите, какой пацан.
камышом вытащил. Оп. Вот такая смелая трешечка зеркальная. Ну, отпускаю и жду трофея. Ну что, давай, плыви все-таки, давай папку, мамку зови, или лучше деда там, бабушку, кого-то там еще можешь позвать-то. Давай, чеши. Чеши давай. Вот такое бодрое утро, ребят. Правда, так приснул, думаю, все, наконец-то я сплю. А нет, не угадал. Так, ребят, по-быстрому перенасажусь. Что-то это холодно. Мудрил. Вышел вот на такую оснастку. Вот шляпка еще осталась. Это у нас Milky Way. Так. Новый поднасадим. Сейчас. Вот. Взял Red Krill. Взял его и весь обтесал прямо. Хорошенечко. Открыл бойл. Весь полностью. Холодная вода. Было нужно открывать. Так. И вот так его скомбинировал. И поставил. И как раз вот поклевка вот этого карпа как раз вот на эту насадку и была. Так, правда, честно, не хотелось после ночи, там 4 рыбы, 1 сход, то есть 5 поклевок за ночь. Представляете, ребят, я уже как бы это спать хочу, блин. И тут с утра дыр-дыр-дыр, я думаю, ну может не это, не засекся. А нет, нифига. Так, подтягиваем. Стики я заранее навязал, чтобы здесь не страдать этим. И не буду его одевать, а вот так вот одену. Оп. Вот так. А оснастка у меня вот, чтобы быстро подымался, потому что у меня там камышовый зон, я вот с камышом притащил карпа. И информативно, чтобы такой скользяк был. Вот видите, вот он. Так что вот такая оснастка. Полетели забрасываться. Ну, не так быстро, как хотелось бы, конечно. Надо отметить, у меня 23 оборота. 92 метра. 2, 3, 4. Смотрите, по дистанции ловли. Я стою на плотине, у меня 10-й сектор, у меня туда можно кидать сколько угодно. Но я понимаю, что там, ну, ничего не будет. Глубина там, да? Вот. И у меня вот так мыс уходит вот так с края. Там камышовая зона. Соответственно, карп будет выходить и кормиться вот как раз в камышовой зоне, мигрировать. И вот так он мыс идет. И дальше вот так продолжение пруда. Вот я как раз кидаю на мыс. Кормовая точка у меня там тоже 23 оборота. Просто я одну удилище ставлю чуть глубнее, а другое к миле. А посередине у меня получается кормовое пятно. И вот кидаю как раз на мыс, кормлю. Правее сейчас вот у меня вот это удилище чуть правее, чуть поближе к камышу стоит. Чуть левее стоит вот эта вторая снасть, она тоже поклевывает. Все, как нужно. Все. Спать пойду. Холодно, реально, спать хочется. Ребят, спать-то хорошо. Я собрался.
А потом думаю, блин, а как ловить-то? Сейчас лягу поспать, я уже усну надолго, если не будет поклевок. И решил, у меня там осталось докормиться с помбов по 20. Смотрите. Иней. Ой. Так, вторая точка. Вторая точка у меня направлена, ну там покрашенные трубы есть. И как раз 12-13 оборотов на колышко. 12 я кормлюсь. Это получается 48 метров. Ух ты. Первый дубль неудачный. Я кормлю прям хорошо. Это вот для меня феноменально, что я вот кормлю так много, потому что мне ребята сказали реально, и здесь хозяин, и кто до меня рыбачил на этом, кормить надо много, кормить надо каждые 2 часа, и кормить надо много. Я вот кормлю, у меня и бойлы, и вареные, и пылящие, и пелец, и жмых остался с того года. В общем, кормлю всем и активно. Вот. И второе, если вы заметили, этот сектор находится на плотине. Вот в том году в Искополе я тоже открывался, как раз на выходе из плотины стоял и хорошо отловился. А сейчас тоже холодная вода, реально мороз ночью, как и в тот раз в том году было, тоже мороз стоял. Вот, и вода холодная, 8 там максимум градусов. И также рыба стоит около плотины, но она выходит где-то на мель. Где-то у нее выхода есть, но все равно держится еще на плотине. Еще она в хвост, пока не ушла, там не греется, не бьется, ничего такого нету. Вот, поэтому, но меня очень удивляет, что надо много кормить, и рыба подходит в этот раз. То есть не удивляет, что рыба здесь стоит, прям на ранней весне. А вот еще удивляет то, что кормить, и еще раз кормить надо. Итак, друзья, по насадкам. Ночью работал очень хорошо. Поп-ап, кислая груша. И у меня вот здесь коробка пересыпал Hot Demon. Насаживал я все на комбинированные вот эти поводки, которые вот есть у меня видео на канале, будет ссылка сверху. Вот. И крючочек 8. Решил мельчить, так как весна. Вот. Сейчас сижу в теньке. Вроде бы погода такая вот, солнышко светит. А вот выйдешь на ветер, холодный, ребят. Не думайте, что вот солнышко сзади и тепло. Дальше по насадкам. По насадкам у меня работал, вот здесь есть еще был такой Milky Way и Red Krill. Да, Red Krill. Красная креветка. Milky Way это поп-ап, такой молочный. Ну и Krill вы все знаете. Днем стал ставить мягкие поводки. Также хорошо засекается. Вот, когда не хватало таких комбинированных. Также ночью хорошо работал.
У меня вот завалялся 2 года назад, на выставке мне дали белочан. Вот, белочан. Вот, бойла 14 мм, Shelf Life Boils. Я ставил Milky Way Pop-Up сверху, и тоже хорошо работало. Вот. А днем вот неплохо сработал Spice. Это то, что работало в течение, наверное, ночи и утра. Вот. Единственное, что я сделал, чтобы быстрее разогнать бойлы, я приехал, вскипятил воду и залил в чашку. И эти бойлы, которые комбинированные с тонущими, я их взял и в чашку опустил. Где-то минут на 20. Как раз в кипяточек они подразбухли и сразу стали работать. Поэтому у меня поклевка первая была сразу через 1,5 часа. Ну, а сейчас буду уже думать, что там, поп-апы ставить, еще что-то придумывать. Ну, я так понял, больше водоем ночной. Днем ожидаю поклевки. Ну, не настолько много, как говорится. Сторожа постоянно наблюдают за водоемом, ездят, сторожат, чтобы рыба была цела. Чужих не было на водоеме. Молодцы, хорошо смотрят за водоемом. У меня вот появился сосед направо. Приехал человек, встал. А вот в этом затоне я как раз и ловлю. Там лучше всего клюет. Итак, мужики, небольшой лайфхак. Смотрите, все слышали, там мука кри или еще что-то такое, креветочная мука и все остальное. Все пиво пьете, если есть креветки, вы их едите. Креветки почистили, вот я их на сушилку, а потом перемолол. Конечно, чуть повоняло, меня поругали дома, но креветка прям отменная получилась. Вот уже она хранится уже около года, все отлично. Вот такая пыль получилась. И эту пыль я сверху посыплю, вот как раз наполовину разделю. Вот здесь ликвид сверху и как раз эту пыль сверху. Получается вот такая вещь. Вот. Я думаю, карпик должен оценить и подойти на натуральную креветку. Ну, можно, в принципе, заменять и не покупать ее в магазинах, а сушить и перемалывать креветки, которые едите к пиву. Ну что, погнали закармливаться. Солнышко вышло, вообще лепота. Вчера было холодно, ветер, ночью мороз, блин. А сегодня прям отличная погода. Расшевелим рыбку, дадим ей поесть. Ребят, пока вот прикормился, поставил оснастки новую, все сделал. И сейчас мне карп дает пока отдохнуть. Сделал себе яичницу, решил перекусить. Ну, как бы получается маленький экватор. У меня еще сутки здесь. И сейчас есть над чем подумать. То есть одна точка работала, выход к камышу идеально. Все клевало, все хорошо. То есть через 1,5 часа пошли поклевки, как я приехал. И каждые 2 часа до утра. У него была одна поклевка. Ну, это по моей вине, я ослабил глубину, да. Вот. Но в любом случае вторую точку я переставил на глубину. И все-таки хочу
более крупного поймать, потому что крупняк держится, как со слов хозяина, он как раз вот. Посмотрим, что это принесет тактика. И, если честно говоря, я и рад, что она не клюет, эта рыба, по причине того, что я хочу все-таки поесть. В том темпе, который был, я только успел утром выспаться, прикормиться, переноситься, а сейчас ем. Приятного аппетита! Поехала! Раз. Хороший. Взялся. Теперь осталось его вытащить. Он не хочет выходить. А там камыши. Долгое ожидание. Ну, я не знаю, сколько прошло. Ну, часа 4 точно между поклевками. За каждую камышинку и тащу, вижу, аж прячется. Как? Наверное, старого, как говорится, образца. Они прогонистые, это вот, которые здесь сами развелись. Оп! Вон какой красивый. Хороший карпик. Смотрите, я вот тут таких очень люблю карпиков. Это вот килограмм на 4, он прогонистый, местный. Скорее всего, сазанчик, который вот естественным путем выводится от запускаемого карпа. Вот, видно сразу прогонистый, он такой красивый. Ну вот такой вот. Блин, вообще красота. Да, ребят? Ну, такой природный, и он еще тянет так, сопротивляется, как раз вот они, ну, хорошо, прогонистые. Вот. Так что вот так. Давай тебя польем. Такой вот классный. О, видите? Сразу пошел. Красивая такая вечерняя зорька. Садится солнышко. Я рассчитываю, как только сядет, часов с 8:30, с 9 начнет клювать. В преддверии как бы ночи. Беспокойный, самое главное. Хочу такую же беспокойную ночь, как предыдущая. Хочу также наловиться очень много-много. Вообще красиво. Тишина на водоеме. Ни ветра, не шелохнется, ничего. Прям вообще супер. Оп. Есть. Первый пошел. Опа. Началась ночная смена. А туман-то стоит. Ощущается как мороз, пар изо рта. Ребят, где-то рядом идет, бьет. Вот он уже около помоста. Вот он. Ну, небольшой, но долгожданный. Опа, оп, есть. Засечка прям в нижнюю губу, все по классике. Карпик вот такой небольшой, но все равно я долго ждал, пока начнется ночной клев. Я и ему рад.
Пойдемте отпускать. Ну что, давай, первый карпушка этой ночи. Второй, то есть ночью. Давай. Давай, перепрыгай. О. Да в ту сторону. Давай, в ту сторону. Давай, давай. О, все. Ушел. Надеюсь, беспокойная ночь только началась. Стик одет. Поводок я уже подготовил с насадкой. Ну, закидываться. Все, точно в цель. Есть. Скромно так, тихоньку. Ну, в эту ночь поменьше поклевок, вот, получается вторая. Какой-то боец. Ух ты! Оп! Есть! Ух ты! Сразу расперился, смотрите какой красивый ночной карпик. Ну такая уверенная трешечка. Плюс. Классно. Такой прогонится, он и сопротивляется хорошо. И оперение у него такое красивое. Такое красное. Вот. Такой ночной карп. Ну что, давай, боец. Давай, давай. Все. Ребят, хотелось бы пару слов сказать о водоеме. Для меня водоем, наверное, как и для вас, новый. И мои первые впечатления, что за водоем, как водоем, все остальное. Ну, я стою на даме, вот смотрите. Я думаю, что обалденно большая панорама, видите. Ширина здесь я дальномером мерил, 250 метров. И туда он сужается и уходит, там разветвление идет. По условиям. Ну, вот вы видите, есть везде туалеты. Новые построены. И везде новые мостики. Но первое, что вы замечаете, когда подъезжаете, это ухоженность именно того, что вот здесь рядом. Вот, смотрите, видите, сосенки посажены. И везде вот такие лавочки со столом. На самом деле, вот лавочки со столом большие не нужны. Это вот как карповый столик высотой. Садишься, отлично сидишь. Ну, я садился, мне понравилось. Но я шелтер внизу поставил, потому что вот, если вы видите, вот вниз спускаешься, и вот здесь канавка специально сделана, чтобы на мостик не шло. То есть все продумано. Вот здесь сосенки вот посажены. Вот. И вот камень. Видите, камень. Так как водоем называется камень, здесь вот камень есть. И сектор. Ё-моё, сектор вообще обалденный. Сектор, вообще размер сектора 6 на 9. Все что угодно встанет. И здесь это гранитная крошка. Ходить по ней удобно, приятно. То есть здесь ставит большой мой ретрит, Fox Retreat 2Man, и еще все остальное оборудование, которое может вообще встать. То есть, ну, обалденно. И подход к воды, вот специально уровень сделан. То есть, вот видите, как бы уровень держит специально такой, чтобы удобно было важить. А то, когда мостики, то метр вниз, то метр вверх, там, сбрасывают воду, еще что-то такое. Не очень удобно. Но чувствуется забота хозяина об устройстве вот этих мостиков. И они все стандартные. Везде все выровнено, везде площадки выровнены, везде все сделано. Ну вот чувствуется, человек разный опыт собирал. И самое лучшее здесь вот применял. За что большое раскопание. Я хочу еще взять интервью сейчас у хозяина. Узнаем по рыбке и вообще по обитателям и его планы. Андрей, сам поставил вопрос.
рыба. Какая навеска, какие виды, какой размер и плотность. Значит, что касается рыбы, на сегодняшний момент у нас на наши 30 гектар водоема составляет плотность рыбы 130 килограмм. Значит, рыба представляет из себя какие особи? Значит, это есть чешуйчатый карп, есть зеркальный карп венгерский, амур и черный амур. Ну, черный, он до 300 грамм. Он еще не клюет. Да, он еще не клюет, мы дадим ему время, это нашим детям. Вот, значит, средняя навеска на сегодняшний момент, как вот те особи, которые клюют, это от 3 до 6 килограмм. Но есть особи и крупные, 10 плюс, 12 плюс, вот этими руками сам запускал, поэтому рыба есть. И местные аборигены, наверное. И местные, я так понимаю, что 2 особи у вас тоже попались, да? Прогонистые У меня треть рыба, они прогонистые такие. сазаны, но это местные. Сазаны, да. Да, это местные особи, поэтому... Ой, они так сифонят, прям вот так. Я пока с машины дойду, а он еще это. Ну, они бойкие, они как бы более такие дикие, они знают эту местность, они знают рельеф. Ой, как вам попасть по условиям ловли и посадки? Значит, для того, чтобы попасть и забронировать сектор, необходимо написать либо мне личное сообщение в ВК, либо позвонить по телефону. Стоимость на сегодняшний момент составляет 1200 рублей сутки сектор с одного рыбака. Мы не стали увеличивать этот ценник, какой-то единый делать, да, неважно сколько рыбаков. Мы не стали их обижать, потому что по статистике того года у нас много приезжают ребят-одиночек. Поэтому, чтобы их там сильно не нагружать денежными средствами, блин. Просто 1200, если один. Ну, я хотел прокомментировать, чтобы все знали, что мы их любим, и чтобы они как бы не обижались. Если вы приезжаете вдвоем, значит, получается 2000 рублей в сутки сектор. Как-то так. А как вот что должен? Не кажется же, крокодил мимо ехал и заехал. Ни в коем случае. Однозначно должны быть, для того, чтобы еще несколько условий основных и очень важных, которых хотелось бы сделать акцент, это основной принцип поймал, отпустил. Любая рыба должна быть отпущена. Должен быть мат-люлька в идеале, потому что рыба бойкая, вот эти все маты, которые без боковых этих поддержек, рыба будет выпрыгивать, будет царапаться. Мы как бы хотим сохранить эту плотность, поэтому однозначно должен быть мат-люлька. Второй момент — это мешок для отпускания рыбы. И третий момент — это однозначно должен быть септик, для того, чтобы обработать рану и отпустить рыбу обратно. Ну и безопасные кассовые монтажи. Вот это тоже даже не обсуждается, вот эти все кормушки, длинные поводки с 5-10 крючками, поэтому это не к нам. Только безопасная клипса, либо инлайн, только спортивные оснастки, которые вот заведены в карповой рыбалке. И только с такими снастями, с такими оснастками можно как бы к нам приезжать. Поэтому так, Спасибо только так. за рыбалку, очень понравилось. Спасибо вам, Илья. Холодную воду, она здесь клюет на бойлы. Ну, значит, она кормится. Ребята, вам хочу сказать, ловите рыбу и отпускайте. Пусть она растет, она будет нас радовать своими паровозами. Всем успехов, до новых встреч. Пока-пока. Все, ребят, я собираюсь. Моя рыболовная сессия закончена. Утром поклевочек не было, кроме как в 4 утра. Прогойский сазанчик меня порадовал. Мне понравился водоем. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем ни хвоста, ни шеи. До новых встреч!